Всем привет! Это Bytes and Rights, канал о цифровом праве. Сегодня мы поговорим о том, с чего начать оформление программного продукта. С вами Татьяна Никифорова. Итак, вы создали программный продукт и собираетесь продвигать его на рынке. Или, может быть, хотите привлечь инвестора, чтобы развивать продукт дальше. Что-то вам подсказывает, что пора его юридически оформить. Оформить права на продукт нужно как можно раньше, для того, чтобы вы могли им законно распоряжаться, заключать в отношении него сделки и получать по ним деньги. Как оформить права на программный продукт? Для начала нужно понять, из чего он состоит, то есть провести правовой аудит. Как правило, в каждом программном продукте есть часть, которую создали специально для этого продукта, а есть части, которые существовали ранее, и команда продукта просто взяла ее как есть или каким-то образом адаптировала. Например, если ваш продукт – это компьютерная игра, то, скорее всего, вы ее сделали на каком-то из существующих движков. И, скорее всего, вы не разрабатывали с нуля все графические и звуковые элементы, а воспользовались существующими библиотеками. У разных частей продукта будет разный правовой режим. Это означает, что владельцу будет принадлежать разный объем прав на разные части продукта. Например, тот код, который создан специально для продукта, будет собственностью его владельца. На юридическом это называется исключительное право. А тот код, который существовал ранее, это чужая собственность. Например, движок компьютерной игры или библиотека графических элементов. Для того, чтобы законно использовать эти компоненты, нужен лицензионный договор с правообладателем. Некоторые библиотеки и программные компоненты доступны в интернете бесплатно. Но это не означает, что они никому не принадлежат. Нужно всегда обращать внимание на файл license, который скачивается вместе с библиотекой или лежит в репозитории, откуда вы ее берете. Там написаны юридические условия, которые вы должны соблюдать. Мы подробнее поговорим о лицензиях open source в нашем следующем видео. А пока подведем итог сегодняшней теме. Итак, первый шаг к грамотному юридическому оформлению продукта – это правовой аудит. То есть разбор продукта на элементы и анализ правового статуса каждого из этих элементов. В результате правового аудита вы должны понять, какие объекты принадлежат вам на исключительном праве, какие объекты вы используете по лицензии, а какие объекты являются open source. В следующих выпусках мы подробнее поговорим о каждой из этих трех категорий. Если же вам нужна помощь с оформлением вашего продукта уже сейчас, обращайтесь в Bytes and Rights. Наши контакты на экране и в комментариях к этому видео. И подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.